Мы с вами родились в таком мире, где и женщины, и мужчины имели этот стереотип, что женщина глупее. Самая красивая мужская манипуляция – это когда мужчина говорит женщине «зая», «малюсик». То есть когда мужчина низводит женщину до уровня ребенка. Ваша самооценка падает, и теперь с вами можно не считаться. И вы снова делаете что-то, что хочет манипулятор. Пусть за меня все решает мужчина. Это невероятный инфантилизм, который приводит к потере личности. Мужские манипуляции. Хотите узнать, как нами, женщинами, манипулируют мужчины? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Диана Щербанская, и я много лет работаю с темой отношений и очень хорошо разбираюсь в теме коммуникаций. Итак, мужские манипуляции. Первая, самая красивая мужская манипуляция – это когда мужчина говорит женщине «зая», «малюсик», «малышка», «кошечка», «пупсик», «моя малая». То есть когда мужчина низводит женщину до уровня ребенка. И когда он так строит с ней отношения, что словами и делом он показывает ей, что она неполноценная, то есть она маленький ребенок. Например, фразы «слушай, не надо в этом разбираться, ты все равно не поймешь». Или «слушай, да мы тут поговорим, пока иди отдохни». Это, казалось бы, такие красивые слова, но они приводят к тому, что женщина, если постоянно с ней так обращаться, она деградирует и становится инфантильной. А инфантильный человек, он сам решения не принимает. И все решения принимает мужчина, только он знает, что хочет женщина, что хочет эта пара, что хотят эти отношения. И у женщины уходит ее личность. Она теряет контакт со своей личностью. Это очень незаметная игра, ужасная по последствиям, потому что я девочка, я хочу платьички. Мало того, тысячи и миллионы женщин считают, что это их огромное достижение, что они находятся на уровне сознания девочка, они ничего не решают, ни о чем не думают, пусть за меня все решает мужчина. Это невероятный инфантилизм, который приводит к потере личности. Вторая мужская манипуляция – ты же обещала. Женщина, когда слышит эту фразу «ты же обещала», у нее появляется чувство вины. Почему это так сильно бьет по женщинам и почему это считается такой мужской манипуляцией? Это когда мужчина находит такой способ заставить женщину что-то сделать, потому что в какой-то момент она на его вопрос «это сделаешь?» она сказала «сделаю». Почему это происходит? Женщине проще сказать «да», чем «нет». И женщина не любит находиться в конфликтной ситуации, и ей проще ее как-то сгладить с каким-то обещанием, согласием. И постепенно женщина обрастает какими-то обязательствами, которые они уже потеряли силу, их уже слишком много, но она продолжает выполнять это обещание, потому что мужчина говорит: ну ты же обещала мне, ты же обещала, что не будешь краситься, что ты не будешь опаздывать, что ты вот это. И она соглашается, и этих обязательств у нее появляется слишком много. Почему это не так хорошо работает, если, например, женщина обещает, говорит мужчине: ты же обещал? Потому что у мужчины в равной степени он одинаково хорошо умеет говорить и да, и нет. Ему даже нет говорить проще.
И когда женщина говорит, ты же обещала, у мужчины вообще поднимается сопротивление. То есть он еще 30 раз подумает выполнить это обещание. Первая его реакция на обещание – нет. А первая реакция у женщины на обещание – да. Поэтому, когда вы живете или общаетесь с партнером, который регулярно ловит вас на этой фразе «ты же обещала», обратите внимание хотя бы на то, что переставайте обещать. И начинаете говорить эти уклончивые фразы «я попробую», «может быть, получится», «я подумаю, как это лучше сделать». Ты обещаешь, что ты вот сделаешь это к такому-то числу, к примеру. И женщина говорит, я попробую. Потом мужчина скажет, ты же обещала. И женщина скажет, нет, я сказала, что я попробую. То есть уходите из этой конфронтации таким образом. Третья мужская манипуляция, она касается интеллекта. В мужской картине мира есть идея о том, что женщина, она менее умная, чем мужчина, и бессознательно любой мужчина может использовать ее в отношении с вами. В разговоре, в общении ваши аргументы вообще не слушаются. То есть вы что-то аргументируете, и мужчина говорит, ой, умничает, боже, да, вы профессор. И вот эта манипуляция, на которую очень попадаются женщины, потому что мы с вами родились в таком мире, где и женщины, и мужчины имели этот стереотип, что женщина глупее. И вот когда женщина что-то рассказывает, чем-то делится в споре, или она какую-то важную информацию рассказывает, вот ее мнение очень легко мужчины обесценивают, говоря, ну да, профессор, да, спасибо тебе, очень хорошо рассказала. Вот я назвала 3, не буду угадывать, что у вас есть все 3 в отношениях, но одну вы найдете. Понятно, манипуляций больше. Но сами манипуляции построены только по принципу, знаете, такого щипка. Нас манипулятор, он такую щипает за струнку и поднимает нашу самооценку вверх или опускает нашу самооценку вниз. И если вы будете помнить и понимать сам принцип манипуляций, что вас вдруг кто-то необоснованно хвалит, это тоже манипуляция. Когда кто-то вам поет необоснованно дифирамбы, и вы такая вся «ах», а женщины любят ушами, это вам 4-я манипуляция. Ты такая прекрасная, ты такая замечательная, ты такая верная, ты такая красивая. Вот эта Машка, она так не готовит дома вообще, а ты всегда готовишь. Так приятно, что я прихожу домой вечером, и ты готовишь мне каждый вечер что-то вкусненькое. Ты просто самая лучшая женщина на свете. Это манипуляция вверх. Вам повысили самооценку и заставили теперь что-то делать. Или первые 3 мои манипуляции – это был щипок вниз, когда вашу самооценку понижают, и ваша самооценка падает, и теперь с вами можно не считаться. И вы снова делаете что-то, что хочет манипулятор. Как вам это? Если вы не слушали тему про женские манипуляции, найдите и послушайте. И пишите ваши комментарии, задавайте свои вопросы. Очень часто именно ваши вопросы вдохновляют меня, чтобы снять новое видео. Иногда такие интересности вы спрашиваете, что мне бы в голову не пришло об этом спросить, но потом так интересно это рассказывать. Так что до встречи, пишите, очень нужны ваши комменты, очень нужны ваши вопросы. Ваша Диана Щербанская. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.